Всем доброго времени суток, вы на канале Голос Анха. И сегодня в видео я расскажу о том, какие желания нельзя загадывать. Желание — это мощное и глубокое личное чувство, которое проникает в самые сокровенные уголки нашей души. Оно открывает нам глаза на то, что нам недостает, к чему мы стремимся, чего боимся потерять, и что, по нашему мнению, является истинным источником счастья. Однако, несмотря на всю силу этого внутреннего импульса, важно помнить, что не все желания могут принести нам благо. Эзотерики, психологи и люди, которые внимательно изучают силу мысли, подчеркивают, что желания могут быть как конструктивными, так и деструктивными. Часто мы не можем осознавать, что некоторые из наших желаний могут не только не помочь, но и навредить. Они могут возникать из негативных эмоций, таких как обида, зависть, страх или желание наказать кого-то. Бывает, что формулировка желания выглядит безобидно, но за ней скрывается разрушительный смысл. Например, стремление избежать ответственности, попытка контролировать жизнь других или надежда заполнить внутреннюю пустоту за счет внешних факторов. Я подчеркну, насколько важно осознавать, что есть определенные желания, которые лучше не загадывать. Это особенно актуально, если вы не хотите привлечь в свою жизнь лишние проблемы, разочарования, путаницу или энергетически тяжелые последствия. Одним из самых основных правил является то, что нельзя загадывать желания, которые могут причинить вред другим людям. Это правило имеет огромное значение, поскольку желание, которое направлено на причинение боли, потерь, унижения или разрушения, является крайне опасным. Даже если кто-то сильно обидел вас, предал или вызвал чувство несправедливости, формулировка желания в духе «пусть ему будет плохо», «пусть он потеряет то, что ему дорого», «пусть его накажут», несет в себе очень тяжелую энергетику. Почему это может быть опасно? Во-первых, такие желания способны нанести разрушительную энергию, которая может обернуться против самого желающего. Человек, который желает зла другому, сам остается привязанным к своей обиде, и эта внутренняя злоба начинает отравлять его собственное состояние. Вместо облегчения он может столкнуться с еще большим напряжением и негативом. Желание мести никогда не приводит к светлым результатам. Оно лишь продолжает удерживать человека рядом с тем, что уже причинило ему боль, а не освобождает его от этого груза. Также нельзя забывать о том, что желания, которые лишают другого человека свободы выбора, представляют собой серьезную опасность. Многие желания могут показаться безобидными, но на самом деле они связаны с попыткой подчинить себе чужую волю. Это особенно часто наблюдается в любовных отношениях. Например, формулировки вроде «пусть он любит только меня», «пусть она вернется любой ценой», «пусть этот человек не сможет быть ни с кем, кроме меня», или «пусть он выберет меня, даже если сейчас не хочет». Это не выражение любви, а попытка контроля и страх потери. Такое желание может привести к тому, что человек, который его загадывает, начинает терять свою индивидуальность и свободу. Он становится зависимым от другого человека, что создает дополнительные сложности и напряжение в отношениях. Вместо того, чтобы строить гармоничные и здоровые связи, такие желания могут привести к конфликтам и разочарованиям. Важно понимать, что желания, основанные на страхе или контроле, не приведут к искреннему счастью. Настоящая любовь подразумевает свободу выбора, уважение к желаниям и потребностям другого человека. Если вы искренне любите кого-то, то должны быть готовы отпустить его, если он решит уйти, вместо того, чтобы желать ему зла или попытаться подчинить его своей воле. Лучше сосредоточиться на собственном внутреннем мире, развивать себя и свои желания, которые будут направлены на собственное счастье и благополучие. Кроме того, стоит обратить внимание на то, что желания, которые направлены на изменение внешних обстоятельств в надежде, что они решат внутренние проблемы, также могут быть деструктивными. Например, желание получить новую работу, чтобы избежать внутренней пустоты, или мечта о том, чтобы кто-то другой сделал вашу жизнь лучше. Это не путь к истинному счастью. Такие желания часто ведут к разочарованиям, поскольку они не решают коренные проблемы, а лишь отвлекают от них. В заключение важно помнить, что желание – это мощный инструмент, который может как помочь, так и навредить.
Необходимо тщательно обдумывать, что именно вы хотите, и как это желание может отразиться на вас и окружающих. Осознанный подход к своим желаниям поможет избежать лишнего напряжения и разочарований, а также позволит построить более гармоничные отношения с собой и другими.